Всем привет. Вот я задавался вопросом, а зачем мы болеем? Вот а почему мы должны болеть? Кому от этого лучше? И как нам не болеть? Короче, странно получается. В общем, это Мысли Мозес. В этом видео я разберу такую тему, как болезнь. Подпишись на канал. Тут все-таки ролики каждую неделю выходят. Да и лайк поставь. А то что-то актив там маловато, ну повысить надо. Ну все. Начинаем. Давайте определимся, а что такое болезнь? Или болезни? Болезнь – это состояние отклонения. Четко. Получается у вас действительно. Умеете, могете просто. От нормального функционирования организма, вызванное различными фактами. Термин «болезнь» имеет широкий смысл и охватывает не только физическое, но и психические расстройства. Болезнь может проявляться в различных формах и симптомах, включая боль, слабость, утомляемость, изменение эмоционального состояния, нарушение работы органов и систем организмов. Болезни бывают острые и хронические. Острые заболевания развиваются быстро, и их симптомы возникают внезапно. Хронические болезни, напротив, продолжаются длительное время и могут оставаться незамеченными в течение продолжительного периода. Чтобы определить болезнь, нужно прежде всего обратить внимание на симптомы. Да ладно, да ладно. Симптомы – это проявления болезни, которые можно наблюдать и описывать. Однако симптомы могут быть различными в зависимости от типа болезни и индивидуальных способностей организма. Например, при простуде симптомами могут быть насморк, кашель, головная боль, повышение температуры тела, а при диабете замедленное заживление ран, частое мочеиспускание, сухость кожи и другие. При диагностике болезни используют разные методы, включая анализы, обследования и инструментальные исследования. Врачи и медицинские специалисты проводят комплексные обследования для определения причин и характера заболевания, чтобы разработать оптимальный план лечения. А лечение болезни зависит от ее характеристик и может включать прием лекарств, физиотерапию, хирургическое вмешательство, диету и изменение образа жизни. Болезни оказывают значительное влияние на жизнь человека и его окружающих. Это не точно. Они могут приводить к ограничениям повседневной активности, ухудшению качества жизни, физически и эмоциональным страданиям. Часто прогрессирующие заболевания требуют постоянного ухода и медицинского наблюдения. Лечение болезни – это сложная и многогранная задача, требующая совместного усилия медицинских специалистов, пациентов и их окружения. Мы в дерьме. Превентивные меры, такие как профилактика, вакцинация и здоровый образ жизни, являются важными инструментами для предотвращения возникновения и развития заболеваний. Раннее обращение к врачу, соблюдение рекомендаций специалистов и поддержка со стороны близких людей – важные аспекты в борьбе с болезнями. Болезнь – это очень комплексное явление, которое влияет на все аспекты жизни человека. Она требует внимательного изучения диагностики и лечения для достижения оптимального здоровья и благополучия. Осознание важности здоровья, осведомленность о причинах и симптомах болезней, а также своевременное обращение к врачу – это ключевые факторы в борьбе с ними. Но вот как эти болезни появляются? Давайте разберемся, в том числе с их историей. Ведь история появления болезни является интересной и обширной темой, так как уже с древних времен люди сталкивались с разными болезнями и искали способы их предотвращения. Рассмотрим эту тему более подробно. Самым древним периодом в истории является предыстория, когда люди жили в племенах охотников и собирателей. В этом периоде заболевания были связаны в основном с внешней средой и естественными факторами, такие как пища, вода и погода. Например, некачественная пища или загрязненная вода могли вызывать инфекционные заболевания, такие как дизентерия или холера. С развитием цивилизации и появлением сельского хозяйства люди начали жить в постоянных поселениях и заниматься обработкой земли. Я просто похлопаю. Это привело к возникновению новых проблем, связанных с заболеваниями. Например, перенаселенность и неправильная гигиена в поселениях способствовали распространению инфекционных болезней, таких как чума, тиф, оспа и другие. С развитием медицинской науки и улучшением условий жизни люди стали более осведомленными о причинах и способах лечения заболеваний. Первые упоминания о медицинских знаниях можно найти в античной Греции и в Древнем Египте. Например, Гиппократ и его школа разработали теорию о 4 гуморах – кровь, флегма, желчь и черная желчь, которая объясняла причины различных заболеваний. В средние века уже были периодические появления различных инфекционных заболеваний. Самым масштабным примером это была черная смерть или чума, которая унесла миллионы жизней. В этот период были предложены различные теории о причинах болезней, включая теорию Масселла, воздушных мисматов и жара. Но в 19-20 веке произошел огромный прорыв в медицине и понимании причин заболеваний. Нет слов.
Были открыты первые вакцины и антибиотики, которые сделали значительный вклад в борьбу с инфекционными заболеваниями. С этого времени стали известны причины таких как заболеваний, как туберкулез, сифилис, рак, сердечно-сосудистые и нервные заболевания. Но в настоящее время наука продолжает исследовать историю появления болезней и разрабатывать новые методы диагностики, лечения и профилактики. С появлением новых технологий и глобальной коммуникации люди стали более осведомленными о своем здоровье и болезнях, и активно занимаются укреплением своего иммунитета и профилактикой. Да и получается, что история болезни является очень сложной и многогранной. Но вопрос, а в чем смысл болезней? Какой о них толк? Чуть не пойму. Жаль, конечно, этого добряка. Все-таки болезни это иногда опасное состояние организма, которое вызывает дискомфорт и медицинское вмешательство. Однако, тут есть свои положительные стороны. Хорошая шутка. Вот несколько плюсов болезней, которые могут быть неочевидны, но они существуют, и это факт. Первое – усиление иммунной системы. Борьба организма с болезнью требует активации иммунной системы. В результате этого процесса организм становится более устойчивым к другим инфекциям и вирусам, что способствует повышению общего уровня здоровья. Второе – укрепление воли. Борьба с болезнью требует ментальной и физической силы. Во время лечения мы осознаем свою волю внутренних ресурсов и способность преодолевать трудности. Это позволяет нам развиваться как личности и становиться более сильными. Третье – приоритеты в жизни. Часто болезни заставляют нас задуматься о наших ценностях и приоритетах. Когда здоровье подвергается угрозе, мы становимся более осознанными насчет того, что действительно важно в нашей жизни. Такая реорганизация приоритетов может помочь нам сосредоточиться на более значимых вещах и улучшить наше благополучие. Четвертое – выработка привычек. Борьба с болезнью требует дисциплины и регулярного выполнения определенных процедур, когда мы вынуждены придерживаться определенного режима. Например, принимать лекарства регулярно или следить за правильным питанием. Мы вырабатываем полезные привычки, которые могут быть полезны и после выздоровления. Также это расширение социальной сети. Во время болезни мы часто обращаемся к медицинским специалистам и близким людям, чтобы получить помощь и поддержку. В результате мы можем укрепить наши отношения с этими людьми или познакомиться с новыми людьми, которые окажут нам поддержку и помощь. Да и опять же это изучение своего организма. Болезнь заставляет нас лучше понять наш организм и его потребности. Мы узнаем, какие факторы способствуют выздоровлению и какие повышают риск болезни. Это позволяет нам принимать более осознанные решения в отношении своего здоровья, поддерживать его и улучшать. Также это саморазвитие и обучение. Болезнь часто требует от нас самостоятельного исследования и обучения. Мы становимся экспертами в области, связанной с нашим заболеванием, изучаем возможные методы лечения и превращаемся в активных участников нашего здоровья. Это процесс саморазвития и образования, который может принести нам пользу в наших будущих здоровых и активных жизнях. Но. Остановимся на плюсах. Тут ведь есть и минусы, и они очень серьезные. Ведь прежде всего болезнь – это состояние, приводящее к ухудшению нашего здоровья. Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия все окончено. Они могут иметь различную природу заболеваний и проявляться разными симптомами. Хотя, несмотря на то, что медицина сейчас в прорыве, болезни остаются до сих пор серьезной причиной, у которой есть свои минусы. Одним из главных минусов является их негативное влияние на физическое и эмоциональное состояние человека. Что здесь происходит? Больные люди испытывают дискомфорт, боль, слабость и различные ограничения в своих возможностях. Они не могут иметь возможности выполнять привычные действия, работать или учиться, что приводит к снижению качества их жизни. Болезни также могут вызывать депрессию, тревожность и другие психологические проблемы, что дополнительно ухудшает уровень благополучия и самооценку пациентов. Также у них есть негативное влияние на экономику и общество. Частые заболевания и эпидемии могут приводить к массовым отсутствиям сотрудников на работе, что снижает производительность и экономический рост. Болезни требуют значительных затрат на лечение и медицинское обслуживание, что может оказывать давление на бюджет и финансовые ресурсы государств. Отдельные секторы экономики, такие как туризм и гостиничный бизнес, тоже страдают от болезней, так как люди менее склонны путешествовать, когда они болеют или имеют высокий риск заболеть. Да и болезни также влияют на социальные отношения между людьми. Заболевшие люди могут испытать стигму со стороны окружающих, становиться изолированными от общества. Они могут сталкиваться с непониманием и пренебрежением со стороны других людей, что приводит к психологическим травмам и усугубляет их ситуацию. Болезнь также может повлиять на отношения внутри семьи, так как заболевший член может требовать дополнительной заботы и поддержки, что может оказывать негативное воздействие на остальных. В целом у болезней очень много минусов, которые оказывают отрицательное влияние на жизнь людей, общество и экономику. Поэтому важно принимать меры по профилактике болезней, поддерживать здоровый образ жизни и обеспечивать доступ к высококачественной медицинской помощи. Только так мы сможем с этим справиться. Ну вот вопрос, а что нас ждет в будущем, связанное с болезнями? Непонятно. Да-да.
Давайте рассмотрим этот вопрос. Будущее болезни составляет собой сложную и многогранную тему, которая требует серьезного исследования и внимания. С развитием технологий, науки и медицины ожидается, что будущее болезни могут представлять собой новые вызовы и проблемы, а также предложат новые возможности для их диагностики, лечения и профилактики. Одним из ключевых особенностей будущих болезней является глобализация и связанные с ней проблемы. Смекаешь? Эпидемии и пандемии смогут распространяться в масштабах, невидимые ранее, и требовать международного сотрудничества для их борьбы. Болезни, такие как грипп, коронавирус и другие инфекционные заболевания, будут продолжать вызывать серьезную угрозу для здоровья и жизни людей, и будут требовать непрерывного внимания и усовершенствования в методах их лечения и профилактики. Также в будущем мы можем предположить, что появятся новые болезни и заболевания, которые сейчас неизвестны или плохо исследованы. С изменением климата, увеличением загрязнения окружающей среды и образа жизни людей, возможно появление новых факторов риска для здоровья. Новые заболевания могут быть связаны с изменениями в питании и диете, использованием новых продуктов и технологий, а также социальными и экономическими переменами, которые сопровождают современный мир. Однако с развитием медицины и технологий, будущие болезни также представляют новые методы для их борьбы с ними. Появление новых методов диагностики и терапии позволит своевременно выявлять и эффективно лечить заболевания. Применение искусственного интеллекта, генной терапии, нанотехнологий и других инновационных методов поможет разработать новые подходы к предотвращению и лечению болезней. Одной из таких важных тенденций будущего является персонализированная медицина, которая позволит адаптировать лечение под нужды конкретного пациента. Генетическое тестирование и секвенированная ДНК позволяет определить индивидуальные факторы риска и предрасположенность к различным заболеваниям, а также могут разработать персонализированные методы профилактики и сохранения здоровья. Да и в целом получается, что будущее болезней представляет собой сложную и многогранную тему, и неоднозначную тему, которая требует постоянного исследования и внимания. Фух, трудно. Деньги? На, серьезно, ты не верил. Давайте лучше остановимся и поговорим о интересных фактах. Так что тут без лайка-то никак. Поставь, ну а если поставил, то красавчик. Начнем. Во-первых, есть более 10 тысяч известных болезней, которые могут возникнуть у человека. Также некоторые болезни, такие как грипп, вызываются вирусами, которые постоянно мутируют. Из-за этого каждый год требуется разработка новой вакцины для их устранения. А в начале 20 века вирус полимиелета был одной из самых опасных болезней и вызывал паралич у тысяч людей каждый год. Благодаря разработке вакцины полиомиелит практически исчез из развитых стран. Есть такие же редкие болезни, такие как прогерия. Это генетическое заболевание, при котором дети стареют намного быстрее, чем в обычном случае. Пациенты с прогерией обычно умирают в возрасте 13-15 лет. А болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции и может привести к потере памяти, когнитивному снижению и изменению настроения. Что за ужас тут творится? А болезнь Паркинсона – это неврологическое заболевание, которое характеризуется потерей нервных клеток, приводящих к трудности в движении и контроле мышц. Одной из самых распространенных болезней в мире является грипп, вызывая примерно от 290 до 650 тысяч смертей каждый год. А болит ли голова, когда у вас простуда? На самом деле простуда не вызывает прямой головной боли, однако перегрузка синусов из-за заложенности носа может вызвать неудобства, которые часто ошибочно принимаются за головную боль. Аутоиммунные заболевания возникают, когда иммунная система начинает атаковать собственные клетки и ткани организма. Я сделал все, что мог. Примеры включают ревматоидный артрит, волчанку и системную красную волчанку. А исторически одной из самых смертоносных болезней была чума, которая унесла миллионы жизней в период пандемии в средние века. Сейчас чума редка, но все еще существует. Многие заболевания имеют генетическую предрасположенность, но эта предрасположенность не гарантирует развитие болезней. Важно также учитывать воздействие окружающей среды и образа жизни. А болезни сердца являются очень частой причиной смерти во многих странах. Однако многие сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить, ведя здоровый образ жизни, такой как правильное питание и физическая активность. А болезнь печени может быть вызвана многими факторами, включая вирусы, такие как гепатит и алкогольное злоупотребление. Печень имеет уникальную способность восстанавливаться и полностью заменить поврежденные клетки. А некоторые болезни, такие как церебральный паралич и диабет, могут возникнуть в раннем детстве и сопровождать человека на протяжении всей его жизни. Однако современная медицина предлагает много способов управления этими состояниями и повышения качества жизни. А болезни, такие как СПИД, можно предотвратить и контролировать с помощью правильной работы.
поддержки зараженных людей и доступной терапии. И есть также болезни моды, которые часто появляются в определенных периодах и моде. Примером таких заболеваний может служить булимия, которая получила широкое внимание в 80-х годах. Но несмотря на количество болезней, не забываем, что медицина также развивается. Многие болезни теперь могут быть успешно лечены и контролированы, что позволяет людям вести активную и здоровую жизнь. Современные технологии медицины исследуют новые способы лечения болезней, такие как генная терапия и использование искусственного интеллекта для диагностики и прогнозирования. Такие как болезни, как рак, могут иметь разные стадии и представлять разные уровни угрозы жизни. Раннее обнаружение и лечение играют важную роль в преодолении опасности рака. Болезни не знают полового разделения, могут затрагивать как мужчин, так и женщин. Музычку! Однако существуют очень редкие заболевания, которые могут влиять на нас по-разному. Эти 20 интересных фактов — это только небольшая часть этого всего. Ну а на этом все. С тебя подписка, лайк. А с меня новый ролик на следующей неделе. Хорошая сделка. В общем, следите за твоим здоровьем. Следите. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Пока.